Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет десерт 2 в одном. Это брауни-чизкейк с малиной. Рецепт очень простой, готовится все быстро, просто и получается необычайно вкусно. Здесь великолепное, очень влажное тесто брауни, которое сочетается с чизкейком. Это невероятно вкусно. Ну и, конечно, ягоды малины добавляют свой вкус. Рекомендую приготовить и попробовать. Я уверена, все, кто любит шоколадную выпечку и чизкейки, будут в полном восторге. Сверху вот такая сахарная хрустящая корочка и очень влажное шоколадное тесто. Ну и, конечно, сам чизкейк с малиной. Это настоящее наслаждение. Для приготовления шоколадного теста для брауни мне понадобится сразу подготовила форму для выпечки. Размер 24 на 18 сантиметров. Выстелила ее пергаментной бумагой. Бумагу я ничем не смазываю, она у меня хорошего качества. Для моего рецепта я использую вот такой черный шоколад с содержанием какао 72%. Разламываю шоколад на кусочки. Вообще можно использовать шоколад и с меньшим содержанием какао. Но если содержание какао высокое, тесто получается более такое насыщенное, шоколадное. Добавляю сливочное масло, и всю эту массу я буду топить в микроволновке. Конечно, можно это сделать и на водяной бане, но мне в микроволновке быстрее и удобнее. Топить буду короткими импульсами, примерно по 15-20 секунд, каждый раз хорошо перемешивая. Надо следить, чтобы шоколад не свернулся. Я стараюсь массу сильно не перегревать, чтобы она не была горячая. Просто понемногу разогреваю и хорошо перемешиваю. Таким образом, нет риска, что шоколад свернется. Когда весь шоколад расплавился и получилась вот такая полностью однородная масса, добавляю в нее щепотку соли, темный тростниковый сахар. Он вот такой влажный. Если у вас нет такого темного тростникового сахара, можно использовать и обычный белый сахар. Но с тростниковым тесто получается такое более влажное, более насыщенное. Также добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. И хорошо все перемешиваю. Добиваться полного растворения сахара не надо. Но в теплом шоколаде он довольно быстро расплавляется. Сейчас масса у меня такая еле теплая. Вот этот сахар, кстати, который даже не полностью расплавился, он придаст на брауни такую сверху хрустящую сахарную корочку. Это тоже очень вкусно. Теперь по одному в массу добавляю яйца и перемешиваю. Для рецепта я использую яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 72 грамма. Сильно взбивать ничего не надо, просто перемешиваем. И просеиваю муку, какао и буквально пол чайной ложки разрыхлителя для теста. Это 3 грамма. Очень часто в тесто для брауни разрыхлитель не добавляют. Но я добавляю буквально пол чайной ложки. Тесто получается такое более нежное. Хорошо все перемешиваю до однородности. Вот такое по густоте в итоге должно получиться тесто. Оно довольно плотное. Сразу же отправляю его в форму для выпечки. Разравниваю и подготовлю сырное тесто. Для приготовления теста для чизкейка мне понадобится для моего рецепта я использую сыр Филадельфия. У меня баночка 270 граммов. Можно также использовать любой другой творожный сыр, либо использовать мягкий пастообразный творог. Он тоже прекрасно сюда подойдет. Добавляю сахарную пудру. Сахарную пудру корректируйте по своему вкусу. Чайную ложку экстракта ванили и добавляю яйцо. Хорошо все разминаю лопаткой. Сыр я достала заранее из холодильника, поэтому он у меня мягкий и легко все разминается. Совсем не обязательно использовать миксер. Но, конечно, если вы хотите, вы можете все пробить погруженным блендером, либо перемешать миксером. Буквально за пару минут у меня получилась вот такая однородная масса. Для удобства перекладываю ее в кондитерский мешок. Можно использовать просто плотный пакет. Срезаю у мешка небольшой носик и вдавливаю сырное тесто в шоколадное. Мешок завожу внутрь
и выдавливаю. Можно это делать хаотично, можно делать ровными рядами, как вам больше нравится. В любом случае получится красиво и вкусно. Распределяю всю сырную массу. И у меня и сегодня еще есть вот такая замечательная свежая малина. Я ее добавлю в мой пирог. Ягоды малины я вдавливаю туда, где я распределяла сырное тесто. Можно использовать ягоды как свежие, так и замороженные. Вместо малины можно использовать вишню. Тоже будет очень вкусно. И теперь я все отправляю выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 30-40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Мой брауни-чизкейк я достала из духовки. Посмотрите, сверху у него запеклась вот такая красивая корочка сахарная. Проверять готовность деревянной шпажкой я здесь не рекомендую. Ориентируйтесь на то, как хорошо поднялось тесто. Потому что, проверяя шпажкой, тесто все равно должно быть немного влажным внутри. И след все равно на зубочистке будет оставаться. Вот на данном этапе этот брауни приготовлен именно идеально. Он не пересушен. Если у вас уже зубочистка выйдет сухая из теста, значит вы пересушили тесто, и оно не будет таким вкусным и влажным. Сейчас брауни-чизкейк я оставляю до полного остывания прямо в форме. Аромат стоит, конечно, просто потрясающий. Так пахнет шоколадом. Для всех любителей шоколада это просто настоящее искушение. Этот десерт можно разрезать либо по белой части, там где чизкейк, либо именно там, где брауни. И получается, каждый квадратик десерта брауни будет внутри с чизкейком, с малиной. Этот десерт реально просто потрясающий. Я люблю его есть холодным. Посмотрите, сверху вот такая хрустящая сахарная корочка. Внутри очень влажное шоколадное тесто, нежный чизкейк и малина. Этот десерт, кстати, можно подавать еще и с шариком мороженого. Тогда рекомендую его немного подогреть. А сейчас посмотрите на это чудо. Как это вкусно! Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.